История начинается с того, что мальчик по имени Ринтаро признается в своей любви. Девушка говорит, что он ей нравится, но ей становится плохо при мысли о свидании с ним. Ринтаро, раздавленный отказом, и его друг сопровождает его по дороге домой. Мы узнали, что это был 100-й отказ Ринтаро, и его друг высмеивал его из-за этого. Его друг задается вопросом, как он пригласил на свидание 100 девушек, ведь они только что окончили среднюю школу, и Ринтаро помнит свою первую девушку, когда ему было всего 8 месяцев. Ринтаро очень хочет испытать, каково это иметь девушку, скорее всего в прямом смысле иметь, и его друг задается вопросом, как ему все время отказывают, поскольку у него, кажется, есть все от красивой внешности до хороших оценок. Это делает его более расстроенным, но его друг прощается с ним, желая ему удачи в старшей школе. Ринтаро посещает храм и молится Богу любви, чтобы найти девушку в старшей школе, как вдруг он слышит голос, и лицо выскакивает из ящика для пожертвований. Но мужчина говорит ему, что он бог храма. Когда он выходит, мы видим, что у него есть крылья, и он говорит Ринтаро, что ему суждено встретить свою девушку в старшей школе. На самом деле у него будет 100 девушек, так что ему будет из чего выбирать. Ринтаро этому рад, но клянется уничтожить храм, если это окажется ложью. Через месяц наступил первый день школы. Ринтаро направлялся в класс, когда он наткнулся на 2 девушек, Инда и Хакари. Они испытывают шокирующие чувства, когда их взгляды встречаются, и Ринтаро думает, что если они родственные души, о которых ему сказал Бог, он идет помочь этим двоим. Но Хакари внезапно притворилась, что подвернула лодыжку, прося его помочь ей добраться до кабинета. Ринтаро плачет из-за того, что причинил боль своей второй половинке, и Хакари начинает любить его еще больше, думая, что он добрая душа, поскольку он помогает ей подняться. Инда ревнует и делает вид, что также повредила лодыжку. Ринтаро начинает бить себя за то, что причинил боль 2 девушкам, и девочки встают, волнуясь за него. Ринтаро удивляется, видя, что они встают, но они быстро снова притворяются. Ринтаро отводит их, но он чувствует, что это его несут. Девчонки делают вид, что теряют равновесие, и они начинают ссориться из-за него, но в итоге оба цепляются за него. Пока они идут в кабинет, Ринтаро представляется девочкам и узнал, что они все в одном классе. Мимо проходят еще 2 девушки и упоминают поле розового клевера. Во дворе говорят, что если пригласить кого-нибудь на свидание с розовым 4-листным клевером, то гарантированно они скажут «да». Инда и Хакари вдруг убегают, и Ринтаро удивлен, что с ногами все в порядке. Через 3 часа после окончания школы мы видим, как Ринтаро остается, чтобы помочь учителю найти контактные линзы. Собираясь домой, он задается вопросом, сможет ли он снова увидеть девушек, и вдруг видит их во дворе. Мы видим, как Инда ищет 4-листный клевер, а Ринтаро проверяет, как там дела. Инда в шоке, увидев его, и пытается сделать вид, что не искала клевер. Ринтаро замечает, что Хакари нет, и предлагает ей выпить. К сожалению, не пиво. Она слишком застенчива, чтобы принять это, но она внезапно выхватывает у него напиток, говоря, что она выпьет все, чтобы не пропало зря. Он говорит ей, что ей пора идти домой, так как уже поздно. Она просит его не говорить ей, что делать, но благодарит его за напиток, и Ринтаро понимает, что она цундере. Инда внезапно убегает, и Хакари возвращается. Ринтаро предлагает ей выпить, но Хакари намеревается косвенно поцеловать его, и она попросила поделиться с ним половиной, сказав, что не сможет выпить это сама. Ринтаро уже принес ей выпить поменьше, но она настаивает, что она все еще не может допить. Он соглашается и делает глоток, отдавая его Хакари, но Хакари паникует, и все это проливается на землю. Ринтаро думает, что она расстроена. Он предлагает ей свой носовой платок, чтобы помочь ей, но вместо этого Хакари держит его за руку и признается ему в любви, говоря, что она должна сделать это быстро, потому что он нравится кому-то еще. Ринтаро рад получить свое первое признание, но прежде чем он успевает ответить, Инда внезапно возвращается. Она купила кучу напитков, чтобы отплатить ему, но внезапно злится на Хакари за то, что та пригласила его на свидание и сказала ей встать в очередь. Вот и думай головой. Ринтаро удивлен, услышав, что он ей нравится. Она сначала пытается это отрицать, но в конце концов она признается и ему. Его спрашивают, кого он будет выбирать, но он говорит им подождать до следующего дня. Он думает о девушках, но не может выбрать, и посещает храм, и Бог говорит ему, что они оба его родственные души, поэтому он не может выбрать. Он задается вопросом, что делают другие люди, если встречают 2 родственных душ, но Бог говорит ему, что у людей обычно не больше одного. Бог показывает, что когда родился Ринтаро, он совершил ошибку, потому что был занят просмотром телевизора, и он случайно назначил Ринтаро 100 родственных душ вместо одной. Ринтаро
думает, что он обречен, но Бог предупреждает его, что будет только хуже, потому что если человек не может быть со своей второй половинкой, он умрет. Однако внезапно ему приходит в голову мысль, что он может отвергнуть их обоих и затем встретиться с ними двумя за спиной друг друга. На следующее утро девушки встречают Ринтаро и удивляются, увидев его оборванным, но он отвечает, что хочет встречаться с двумя из них. Инда в шоке, услышав это, и оказывается, что он не мог заставить себя солгать им, поэтому он признался, что любит их и сделает все, чтобы сделать их самыми счастливыми девочками на свете. Девочки готовы отвергнуть его, но он внезапно дарит им розовый четырехлистный клевер. Он провел всю ночь в поисках его. Инда издевается над ним за веру в суеверие, но Хакари напоминает ей, как они обе в это верили. Инда отказывается согласиться с ним, но он говорит им, что нашел клевер, потому что увидел, как усердно они его искали. Поэтому он просто хотел сделать их счастливыми. Девушки не могут выдержать этого, и Хакари соглашается быть с ним. Инда отказывается позволить Хакари забрать его себе, поэтому она также соглашается быть с ним. Хакари дразнит ее за то, что она передумала. Ринтаро обещает дорожить ими, но он задается вопросом о других своих 98 родственных душах. На следующий день Ринтаро говорит, как он рад, что у него наконец-то появилась девушка, но на самом деле он просто разговаривает со столбом. Приходят девушки, и Инда пугается, почему он разговаривал со столбом. Ринтаро говорит, что он был слишком счастлив, поэтому не мог сдержаться, и Инда говорит ему, что он может поговорить с ней. Но в конечном итоге она слишком смущается. Хакари пользуется шансом и держит его за руку. Инда начинает ревновать, но он тоже хватает ее за руку. Она ведет себя так, будто ей это не нравится, но трое из них счастливо идут вместе. А когда приходят в школу, видят бегущего мальчика, когда его преследует заместитель директора. Хакари отмечает, что она известна своей строгостью, и если она увидит, что кто-то бегает в школе, она будет преследовать их, и если их поймают, она их поцелует. Ринтаро думает, что это причинит эмоциональный ущерб, и Хакари отмечает, что заместитель директора – бывший звездный спринтер, так что от нее невозможно уйти. Хакари спрашивает Ринтаро, целовался ли он когда-нибудь, но он говорит, что нет, так как они его первые девушки. Услышав это, Хакари и Инда поняли, что тот, кто сделает первый шаг, сможет получить свой первый поцелуй. Все трое вместе проводят обеденный перерыв, и пока Инда отвлекается на кошку, Хакари кормит Ринтаро. Ему так нравится, что он начинает плакать, и Инда ревнует. Она рассказывает, что испекла для него печенье, но когда она пытается его накормить, то в итоге бьет его по глазу. Он ест печенье и говорит, что это потрясающе. Но Хакари достает выпечку, она открывает ее и обнаруживает, что концы сломаны, и задается вопросом, как можно накормить его и не пачкать руки, и в конечном итоге кормит его ртом. Видя ее так близко, Ринтаро думает, что она слишком милая. Хакари начинает кусать печенье, чтобы приблизиться к нему. Инда пытается присоединиться, но в конечном итоге она тыкает ему в другой глаз. Поскольку волосы Инды мешают, Ринтаро чихает и ломает печенье Хакари. Инда замечает, что его глаза красные, и беспокоится, что он простужен, и она внезапно хватает его, говоря, что он может поправиться, если передаст простуду. Она пытается его поцеловать, но Хакари мешает, говоря, что они не могут быть в этом уверены. Поэтому она пытается проверить его температуру через их губы, говоря, что это традиция ее семьи. Однако Инда останавливает их и пытается вырубить Ринтаро, чтобы она могла дать ему в рот. Точнее, сделать искусственное дыхание. Хакари отталкивает ее, и они оба злятся друг на друга. Ринтаро наконец понимает, что они пытались поцеловать его. Инда с этим не согласна, но выражение ее лица говорит об обратном. Он в шоке, узнав, что они хотят его поцеловать, поэтому предлагает поцеловать их. Но Хакари объясняет, что ему придется выбирать, кого он поцелует первым, заставляя их драться друг с другом еще раз. Однако Ринтаро останавливает их, говоря, что у него есть решение. Он много думал, как сделать их счастливыми, чтобы при первом поцелуе они сохранили в тайне того, кого поцеловали первым, так что у них будет одинаковый шанс стать его первым поцелуем. Девушки обеспокоены тем, как они могут сохранить это в тайне, но Ринтаро объясняет свой план, который предполагает ношение маски, и, закрыв уши, девушки случайным образом определят свою позицию, а он поцелует их, не зная, кто есть кто. Тогда он вернется в исходное положение, и девушки снова рандомизируют свои позиции, так что в конце концов он не поймет, кого он поцеловал первым. Хакари думает, что это отличная идея, но Инда беспокоится, что есть шанс, что он может обмануть их, поэтому Ринтаро говорит, что пообещает мизинцам, что они не будут обманывать. Инда думает, что это глупо, но Ринтаро обещает воткнуть ему иголку в глаз, если он нарушит обещание. Девушки соглашаются на план, и пока они его осуществляют, Ринтаро беспокоится о том, чтобы не столкнуться с ними, так как он не видит. Он пытается найти, где они, но в итоге прикасается к Хакари и мгновенно узнает, кто это.
поэтому ему приходится начинать заново. Когда они пытаются еще раз, порыв ветра поднимает юбку, и кот внезапно начинает ее царапать. Инда думает, что это Ринтаро трогает ее, и в итоге она начинает его избивать, но у нее вылетают наушники, и она понимает, что это был кот. Они решают попробовать снова, но с каждой попыткой что-то всегда идет не так, и они расстроены. Инда указывает, что план был ошибкой, это злит Хакари, и они обе начинают обвинять друг друга и спорить о том, кому принадлежит Ринтаро. Он остановил их и взял всю вину на себя за неопытность. Убегая, он ищет заместителя директора, и она внезапно появляется, чтобы наказать его за бег. Она прыгает на него, и он до смерти напуган, но Инда внезапно останавливает ее. Хакари делает вид, что увидела школьного инспектора, и заместитель директора, услышав это, быстро уползает. Девочки задаются вопросом, почему Ринтаро вел себя так, но он говорит, что это потому, что он любит их и хочет, чтобы они ладили, поэтому он предпочел бы испортить его первый поцелуй, чем заставить их ссориться. Но услышав это, обе девушки говорят ему, что он может поцеловать другую, не желая, чтобы он зря потратил свой первый поцелуй. Ринтаро в шоке от этого, но девушки видят, что они обе его очень любят. Ринтаро обнимает их и, кажется, придумывает другой план. Он предлагает поцеловаться втроем. Он думал, что они не пойдут на это вначале, но видя, как они ладят, он думает, что это может сработать. Девочки смущаются из-за этого, но в итоге они согласились, и наконец-то трое впервые поцеловались. На следующий день девушки и Ринтаро были в библиотеке. Хакари ищет кулинарную книгу, чтобы приготовить больше еды для него, но Инда ссорится с ней из-за книги о том, как завоевать мужчину через желудок. Ринтаро говорит им, чтобы они ладили, напоминая им, как они оба поцеловались. Ринтаро ищет другую книгу, но он встречает другую девушку, которая мгновенно вызывает у него шокирующие ощущения, поэтому он задается вопросом, возможно, она его родственная душа. Девушка отступает, и Ринтаро видит, что она библиотекарь. Девушка не говорит, но указывает на фразы из ее книги, чтобы общаться с ним. Ринтаро поначалу находит это странным, поэтому он думает, что им не следует разговаривать в библиотеке. Она спрашивает его, что он ищет, и он пытается дать понять, что он ищет забавную историю. Девушка спрашивает его, Ты что, дурак, что ли? почему он молчит, и он спрашивает ее о том же. Она извиняется и готовится попросить кого-нибудь помочь ему, но не отпускает ее. Он просит ее рекомендаций для истории с хорошим концом, поэтому она начинает выбирать для него книги. Но Ринтаро в шоке, когда она собирает гору книг. Девушка извиняется и просит его просто выбрать те, которые ему нужны. Но он говорит ей, что возьмет их все, раз уж она их выбрала для него. Но когда он идет проверить их, оказывается, что его читательский билет еще не готов, поэтому он не может одолжить ни одну из книг. Но девушка предлагает ему свою личную книгу. Ринтаро с радостью принимает ее, и ему интересно насчет ее имени. Девушка показывает ему свое удостоверение, и мы узнаем, что ее зовут Шидзука. Ночью Ринтаро читает книгу, и это история о принцессе и рыцаре. Рыцарь клянется ей в верности, даже защищая ее от дракона. У двоих возникают чувства друг к другу, но принцесса должна выйти замуж за другого принца. Рыцарь бросается к ней, но история заканчивается захватывающим моментом. На следующий день Ринтаро благодарит Шидзуку за книгу и понимает, что она принесла ему вторую книгу. Он с восторгом принимает ее, но думает, ему нужно найти способ отплатить ей. Он покупает для нее напиток, и они начинают говорить о книге снаружи. Шидзука говорит ему, что это ее любимая книга, и Ринтаро в шоке, насколько хорошо она ее знает, поскольку может найти любую фразу и использовать ее для общения. Но она просто рада, что он не находит ее странной, раскрывая, что у нее никогда не было настоящего друга. Услышав это, Ринтаро приходит в голову идея, и он просит снова одолжить свою первую книгу. На следующий день мы видим, что Шидзука принесла Ринтаро третью книгу, но он не появляется даже через несколько дней. Она гуляет по школе и замечает Ринтаро с Хакари и Индой. Он говорит, что был занят ночью. Девчонки думают, чем он мог заниматься, но Ринтаро продолжает зевать. Внезапно Хакари целует его, говоря, что дает ему свою энергию. Ринтаро обнимает ее, называя своим ангелом, но Инда говорит, что у нее также достаточно энергии, чтобы дать ему. Она идет, чтобы поцеловать его, но вместо этого она бьет его головой. Шидзука понимает, что у него есть девушка, и думает, что он должно быть слишком занят, чтобы читать. Она думает о том, как другие девочки думали, что она странная, и даже ее мать думает, что она уродка, и умоляет ее говорить обычно. Она думает, что ни у кого нет времени поговорить с кем-то вроде нее, но мы видим, как приходит Ринтаро, говоря, что он наконец-то может отплатить ей за то, что она одолжила ему книгу. Он предлагает ей установить приложение на телефон и рассказывает, что сделал копию первой книги. Он показывает ей, как подбирать слова и озвучивать их голосом. Шидзука знает, электронная книга так и не была выпущена, поэтому Ринтаро вручную напечатал ее.
Ринтаро объясняет, что когда она разговаривает с помощью книги, они никогда не разговаривали лицом к лицу, так как ей всегда приходилось смотреть в книгу. Но он говорит, что с помощью приложения они смогут смотреть друг на друга, пока она говорит. Он надеется, что это поможет ей в общении и просит ее попробовать. Она говорит ему, что любит его, но тут же забирает слова обратно, говоря ему не волноваться. Однако Ринтаро говорит ей, что он тоже любит ее. Шидзука думает, что им не суждено быть вместе, но Ринтаро утверждает, что они преодолеют это, даже если это их судьба. Он представляет Шидзуку другим девушкам. Инда думает, что он сумасшедший. Ринтаро утверждает, что его чувства к ним не изменились. На самом деле он планирует беречь их еще больше, чем раньше. Он обещает доказать это своими действиями, говоря, что если он когда-нибудь их подведет, он искупит это, совершив кое-что, даже заказав специальный нож. Инда в конечном итоге принимает это, а девушки Ринтаро вырастают на одну. Ринтаро рассказывает Хакари и Инде о Шизуке, рассказывая им, что у нее милые манеры во время чтения книг, где она двигает пальцами ног, и это показывает, что она чувствует. Он рассказывает, что у Хакари также есть милая привычка. Она кусает пальцы, пока думает, и признает, что это его заводит. Он добавляет, что когда Инда пытается отказаться от комплимента, она крутит волосы пальцами, и он находит это очаровательным. Они шокированы, что он смог заметить их поведение, думая, что он действительно заботится о них. Он продолжает описывать, как вели себя Инда и Хакари, когда они целовались, но это заставляет Шизуку потерять самообладание, поскольку она понимает, что он уже поцеловал их. Хакари задается вопросом, хочет ли она тоже поцеловаться, но она говорит им, что она приберегает свой первый поцелуй для свадьбы. Ринтаро говорит, что это нормально, говоря, что не поцелует ее, пока она не будет готова. Они кормят Ринтаро обедом, но Инда злится, потому что Хакари не позволяет ей кормить его, и они начинают набивать ему рот, пока Шизука наслаждается едой, наблюдая за тем, как они ссорятся из-за него. Но он понимает, что она слишком тихая, думая, что ей нужно к ним привыкнуть. Он думает, что будет легче открыться кому-то, который уже знает, что ты чувствуешь, потому что как только твои истинные чувства раскроются, тебе больше не нужно бояться того, как отреагируют другие люди. Ринтаро спрашивает девочек, хотят ли они сыграть в карточную игру, говоря, что проигравшего будут щекотать. Он считает, что смех – лучший способ заставить кого-то проявить свои эмоции, думая, что после этого они все станут друзьями. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Девушки думают, что Ринтаро будет прикасаться к ним, и они полны решимости, чтобы проиграть ему. Ринтаро становится победителем первого раунда, а Инда – проигравшим. Но она кажется этому рада. Он продолжает ее щекотать, а она пытается сопротивляться, но он останавливается, когда понимает, что ей это слишком нравится. Во втором раунде Ринтаро снова побеждает, и проигравшая Хакари. Она празднует, зная, что он вот-вот прикоснется, и он начинает ее щекотать, заставляя ее смеяться, поскольку она наслаждается каждым моментом этого. Но она начинает вести себя странно и умоляет его перестать, говоря, что ей очень щекотно. Но мы узнаем, что настоящая причина заключалась в том, что она почти обмочилась. Ринтаро выигрывает третий раунд, а Шизука проигрывает, поэтому он с нетерпением ждет возможности пощекотать ее, желая услышать, как она смеется. Но когда он начинает ее щекотать, она молчит. Она использует телефон, чтобы сказать, что она смеется. Он думает, что она выглядит очаровательно, поэтому он продолжает щекотать ее, пока Инда и Хакари наблюдают за ними. Они хотят пощекотать его в ответ, поэтому они полны решимости выиграть игру, но Шизука выигрывает четвертый раунд, и Ринтаро проиграл. Поэтому она приближается к нему, но вместо этого она тыкает его. Он начинает смеяться, а Хакари задается вопросом, почему она не использует шанс почувствовать его всем телом. Хакари думает, что его привлекает робкое поведение Шизуки, и она думает о том, как выставляет на показ свои лучшие черты, чтобы привлечь его внимание. Но природное обаяние Шизуки – полная противоположность, поэтому она думает, что Шизука представляет собой даже большую угрозу, чем Инда. После этого Ринтаро идет в ванную, в то время как Инда злится на Шизуку, зная, что она держится на расстоянии от Ринтаро. Она говорит им, что она всего лишь новичок, поэтому хочет держаться подальше от них. Но Инда напоминает ей, что она девушка Ринтаро, поэтому не нужно сдерживаться, говоря, что ее поведение раздражает. Она сразу извиняется, но это расстраивает Инду. Когда она спрашивает ее, почему она не сопротивляется, и она решает быть честной с ними, говоря им, что она боится, и объясняет, что Хакари обладает невероятной красотой, в то время как Инда уверена в себе, чтобы соответствовать ее красоте. Но Шизука думает, что в ней нет ничего особенного, и боится, что Ринтаро сравнит ее с ними. Она начинает им нравиться, думая, что она очаровательна, но она думает, что она ничто по сравнению с ними. Хакари уверяет ее, что Ринтаро видит в ней красоту. Ринтаро наблюдает, как они разговаривают, думая, что его план сработал лучше, чем ожидалось.
Мы узнаем, что когда Шизука тыкала его, он понял, что Инда пристально смотрит на нее, он подумал, что Инде не понравилась Шидзука, но он считал, что должен дать им возможность проявить себя своими эмоциями, он гордится тем, как девочки справились с ситуацией и возвращается к ним, когда Инда говорит ему, что Шизука должна снова его пощекотать, потому что она сдерживалась, и Хакари призывает ее пойти на это, она понимает, что они пытаются ей помочь, думая, что она должна проявить свою доброту, поэтому она подходит к нему и говорит, что хочет его поцеловать. Они наконец целуются, и Шизука нервничает, но Хакари тоже просит поцелуя, размышляя о том, что она достаточно хороша, думая, что она ничто по сравнению с Шидзукой. Но он говорит ей, что любит всех своих девушек и целует ее. Он спрашивает Инду, хочет ли она тоже поцелуя, она делает вид, что не хочет, но она подходит ближе, и он говорит ей, что она милая, когда нервничает. Она бьет его, но он терпит, потому что терпила, и она говорит, что хочет поцеловать его. Он понимает, что у него замечательные девушки, и он думает, что не заслуживает их, но они говорят ему, что чувствуют к нему то же самое. На следующий день Ринтаро входит в класс, где встречает девушку по имени Нана. Их глаза встречаются, и они испытывают шокирующие ощущения. Поэтому он думает, что она должно быть одна из его родственных душ. Он сверяет результаты экзамена со своими девушками, и мы узнаем, что у них все хорошо, как и у него. Он смотрит на первое место и удивляется, увидев, что Нана получила высший балл. Он спрашивает девушек о ней, и они говорят ему, что она полный ботаник, говоря, что она может ответить на любой вопрос, который они ей задают, и ходят слухи, что она даже не человек. На уроке биологии Ринаро оказывается в паре с Нана. Он думает, что она совсем не похожа на его девушку, потому что ее элегантность находится на другом уровне. Он понимает, что она списывает ответ из учебника, потому что думает, что практические экзамены – это пустая трата времени, поскольку ученые уже знают ответ. Он говорит ей, что профессор смотрит, поэтому она использует микроскоп. Но вместо того, чтобы проверить образец, она смотрит в учебник и говорит это более эффективно. Он понимает, что она ведет себя как робот. В этот момент он порезал палец и думал о том, чтобы пойти к медсестре. Но Нана говорит ему, что в этом нет необходимости, и она кладет палец в рот. Лучше бы что-то другое, вызывая у него панику. Ринтаро задается вопросом, спит ли он. После урока Ринтаро благодарит Нана за помощь ему. Но она говорит ему, что просто хотела, чтобы он остался, потому что ей нужен кто-то, кто поможет ей убраться. Он хочет узнать ее получше и приглашает пойти с ним на свидание, но она думает, что это пустая трата времени, говоря, что это не улучшит ее перспективы на будущее. Он думает, что развлечение – это смысл жизни, но она говорит ему, что он зря тратит ее время. Поэтому он начинает задаваться вопросом, действительно ли она его вторая половинка. В тот вечер мы видим Нана в ее комнате, но она думает о Ринтаро и задается вопросом, почему она ему помогла. Она понимает, что у нее есть чувство к нему, она начинает писать точное значение числа π, думая, это самый эффективный способ восстановить ее фокус, но она отмечает, что это не работает. На следующий день Нана говорит Ринтаро, что любит его и что хочет, чтобы он был ее парнем. Он говорит ей, что хочет пойти с ней на свидание, но она ему отказывает. Он думает, что его разыграли, но она говорит, что хочет положить конец чувствам, потому что отношения ведут только к браку и беременности. Она говорит ему, что никогда не пойдет с ним на свидание, но он раскрывает, что он влюблен в нее и говорит, что отказывается сдаваться и приглашает ее на свидание. Через несколько дней они посещают парк развлечений, и Ринтаро полон решимости убедить Нана, что любовь имеет смысл. Но она думает, что это занятие бессмысленно, и задается вопросом, почему они вообще это делают. Он просит ее сказать «сыр», но она спрашивает его, что он имеет в виду, и он все равно делает снимок. Они входят в дом страха, и Нана говорит, что не верит в привидения. Призраки пытаются их напугать, но она сохраняет самообладание, говоря, что они всего лишь люди, поэтому ей интересно, почему Ринтаро боится. Она говорит, что в доме с привидениями полно людей, пока они катаются на гигантских чайных чашках, она думает, что тот, кто создал аттракцион, сумасшедший, задаваясь вопросом, почему люди выстраиваются в очередь для того, чтобы покататься, и думает, что его, наверное, создали для промывания мозгов людям. Они вошли в гигантский лабиринт, в котором они заходят в тупик. А Нана задается вопросом, почему дизайнеры просто не проложили правильный путь. На колесе обозрения Нана показывает, что она боится высоты, поэтому Ринтаро садится рядом с ней, и они держатся за руки. Они смотрят на все фотографии, которые они сделали, и Нана говорит, что ей было весело, но она все еще думает, что это бессмысленный день. Поэтому Ринтаро решает сжечь фотографии, говоря, что их следует стереть из их воспоминаний.
Но когда он собирается сжечь его, Нана вспоминает, что камера не сохранит данные, так что они потеряют все записи о мероприятии. Она забирает фотографии, и Ринтаро говорит ей, что она боится их потерять, потому что приобрела что-то ценное. Она начинает плакать, когда он говорит ей, что наслаждение хорошими временами делает их жизни лучше. Она вытирает слезы его носовым платком и говорит ему, что продезинфицирует, прежде чем вернуть его. Она говорит, что хочет, чтобы он стал ее парнем, потому что она хочет проводить с ним время, и Ринтаро говорит ей, что он любит ее. Поэтому она целует его и говорит, что во что бы то ни стало выполнить свои желания. Ринтаро знакомит ее с девушками, и они не возражают, поэтому он благодарит их за то, что они приняли ее, обещая что-то совершить, если он не будет обращаться с ними хорошо. Но Нана говорит ему, что яд будет более эффективным. Хакари завидует, что Ринтаро пошел в парк без нее, поэтому она предлагает пойти в аквапарк. Мы видим, как Инда ищет купальник, но ей трудно выбрать один. Есть тот, который привлекает ее внимание. Она думает, что он выглядит мило, но она также думает, что это ей не подойдет. Однако она предполагает, что Ринтаро это может понравиться, поэтому она решает купить его. Они приходят к бассейну, где Ринтаро видит девушек в купальниках, и он очень рад этому зрелищу, думая, что он может умереть счастливым. Но приходит Инда в странном платье, поэтому он паникует, потому что похоже, что у нее нет купальника. Она говорит им, что ей холодно, поэтому она будет слоняться возле бассейна, пока они веселятся. Нана указывает ей на место, где она может наслаждаться солнцем. Она благодарит Нану, говоря, что ей не нужно не беспокоиться, но Нана говорит ей, что ей плевать на нее. Поэтому она расстраивается, говоря Нана уйти. Они заходят в бассейн, в котором Шизука продолжает вращаться на своем круге, говоря, что не может контролировать движение. Нана считает, что это место предназначено для выживания, и она пытается плыть против течения, но Ринтаро останавливает ее. Хакари цепляется за него, говоря, что ее уносит. Она приближается к нему, и Нана пытается сделать то же самое, но это заставляет его потерять сознание. Нана отмечает, что он не дышит, поэтому Хакари делает ему искусственное дыхание, наслаждаясь каждым моментом. Но Нана говорит ей уйти, и теперь она пытается спасти Ринтаро. Хакари говорит ей, что это не работает, говоря, что Ринтаро умрет. Тем временем мы видим Шизуку. Ее уносит, и она пытается выбраться из бассейна, но не может контролировать, куда плывет. Она понимает, что у нее проблемы, поэтому пытается попросить о помощи, но все игнорируют ее. Ее круг протыкается, поэтому она выходит из воды. Мы возвращаемся к Ринтаро. Когда Нана предлагает найти спасателя, они бегают вокруг бассейна, но их окликает группа мужчин. Хакари игнорирует их, но один из них замечает, что у нее великолепное тело. Он тянется к ней, но Нана останавливает его и тычет в глаза, говоря, что это самый эффективный способ избавиться от извращенца. Его друзьям не нравится такое, поэтому они пытаются запугать Нана, и она говорит им, что будет тусоваться с ними, чтобы Хакари могла найти спасателя для Ринтаро. Она знает, что ему будет грустно, если с Хакари что-то случится. Поэтому она решила помочь ей сбежать, но Хакари говорит им, что Нана не пойдет с ними, рассказывая ей, что Ринтаро тоже заботится о ней. Один из мужчин обращается к Хакари, но Ринтаро мешает, говоря, что Нана и Хакари его девушки. Парень говорит ему не вмешиваться, потому что Нана ослепила его друга, говоря ему уйти со своей девушкой. Но он говорит ему, что Нана и Хакари его девушки. Парень не верит ему, поэтому говорит поцеловать их, думая, что Ринтаро не сможет этого сделать, потому что он лжет. Но Нана целует его, и Хакари делает то же самое, говоря им, что Ринтаро говорит правду. Мужчины приходят в ужас, понимая, что он гигачат, и решают не связываться с ним. Хакари задается вопросом, как Ринтаро смог прийти в себя. Мы узнали, что Инда видела инцидент, поэтому она собиралась направиться к Хакари и Нану, но увидела Ринтаро вдоль дороги. Думая, что он уже мертв, она говорит ему не умирать, потому что Нану и Хакари в беде. Поэтому он внезапно приходит в сознание и бросается им на помощь. Ринтаро объясняет, что он смог сделать это благодаря Инде и благодарит Нана за защиту Хакари. Нана думает, что Хакари важнее ее, но он говорит ей не подвергать себя опасности, и она понимает, что он тоже заботится о ней. Он понимает, что Шизука все еще в бассейне, поэтому паникует, зная, что она не умеет плавать. Он бросается к ней, и мы видим, как она просит о помощи, но все ее игнорируют. Она понимает, что в ее телефоне разряжается батарея, но в этот момент она слышит, как Ринтаро зовет ее. Она пытается привлечь его внимание, но он не может ее найти. Поэтому она думает о том, чтобы закричать своим собственным голосом. Она не хочет этого делать, потому что не хочет, чтобы люди слышали ее. Но у нее нет другого выбора. Она кричит, и Ринтаро сразу же находит ее, говоря, что он рад, что с ней все в порядке. Он уносит ее, и она целует его, заставляя его смущаться, и он напоминает ей, что они все еще на публике.
Они присоединяются к остальным, и Рентаро говорит им, что собирается сделать перерыв, и просит Инду присоединиться к нему во время его перерыва. Он спрашивает Инду, почему она продолжает смотреть на Хакари, а Нана думает, что она сравнивает себя с ними. Он думает, что она не чувствует себя уверенно в ношении ее купальника, поэтому он уверяет ее, что она и Шизука обе красивые. Но она говорит, что Шизука другая, потому что она маленькая и милая, но он внезапно снимает с нее платье. Она называет его извращенцем, но он думает, что она выглядит потрясающе. Он обнимает ее, и она понимает, что его сердце быстро бьется, когда он говорит ей, что она уникальна, говоря, что она не может быть более привлекательной, чем сейчас. Инда решает присоединиться к ним в бассейне, и они вместе наслаждаются остатком дня. Они возвращаются в школу, и проходя мимо химической лаборатории, Рентаро видит девушку. Он испытывает шокирующее ощущение, когда их взгляды встречаются. Он знает, что она одна из его родственных душ. На следующий день Рентаро возвращается в лабораторию, задаваясь вопросом, найдет ли он там свою вторую половинку, но когда он входит в комнату, он видит странную девушку, которая представляется Касури из химического клуба. Она наливает ему чай и говорит ему, что только что закончила разработку лекарства, но он объясняет, что не хочет вступать в химический клуб, говоря, что он просто ищет кое-кого. Но она просто говорит ему выпить чай и подождать, и она представляет лекарство, которое она приготовила, и которое представляет собой зелье магнита. Она объясняет, если он примет его тело притянет металлы, и она заставляет его выпить. Его тело начинает действовать как магнит, и он шокирован тем, что это вообще возможно, но она предупреждает его о побочном эффекте, говоря, что у него будет запор в течение 3 дней. Не повезло парню. Она решает проверить свою теорию, обнаружив, что у нее есть лекарство с противоположным полюсом, и она пьет его, в результате чего ее тело становится магнитом. Она говорит ему, что противоположности притягиваются, но понимает, что магнетизм слишком силен, поэтому она не может уйти, но сохраняет самообладание. Зная, что эффект длится всего 10 минут, она говорит ему, что ей нужно в туалет, поэтому она начинает паниковать, но она говорит, что это нормально, раскрывая, что на ней подгузники. Эффект наконец проходит, и она показывает, что хочет создать новое лекарство, показывая, что она уже сделала это. Он понимает, что начинает испытывать к ней чувства, и она уже знает об этом, потому что заставила его выпить приворотное зелье, когда он зашел. Она рассказывает, что влюбилась в него с первого взгляда, но он говорит, что хочет избавиться от приворотного зелья. Она задается вопросом, почему любовное зелье не сработало, думая, что она должно быть ему действительно не нравится, поэтому она начинает плакать, спрашивая его, не в его ли она вкусе. Но он говорит, что не хочет использовать зелье и принимает ее чувства. Он начинает вести себя странно, и она знает, что его тело пытается отвергнуть зелье, поэтому она говорит ему выпить нейтрализатор, но у него конвульсии, поэтому она решает дать его через рот. Его тело восстанавливается, но она отчаивается, зная, что эффект приворотного зелья прошел. Он говорит ей, что она все еще ему нравится, заставляя ее нервничать, и она умоляет его пойти с ней на свидание, говоря, что она сделает все, что он захочет. Ее волосы внезапно начинают расти, а ее тело трансформируется, показывая, что она та девушка, которую он видел в лаборатории. Она объясняет, что тоже выпила нейтрализатор, показывая, что превратилась в ребенка, потому что работала над неудачным лекарством от бессмертия. Но она говорит, что может поддерживать текущую форму только в течение часа. Касури рассказывает, что является президентом химического клуба и что у ее нынешней формы плохое зрение и длинные волосы. Поэтому она предпочитает проводить исследования в меньшей форме. Он не может поверить, что она одна из его родственных душ и соглашается пойти с ней на свидание. Рентаро знакомит Касури с другими своими подругами, и он не получает никакой негативной реакции. Но она говорит им, что любит медицину, поэтому Инда задается вопросом, в порядке ли она. Он объясняет, что она старше их и что она маленькая из-за зелья, поэтому Инда думает, что Касури наркоманка. Она показывает, что у нее есть лекарство, которое поможет Инде вырастить грудь, но она злится. Поэтому Касури предлагает дать ей другие лекарства, чтобы улучшить себя, но она злится еще больше. Спрашивая Касури, почему она это делает, она рассказывает, что Рентаро рассказал ей о неуверенности. Инда бьет его, но Касури говорит ей, как сильно он ее любит, поэтому она немедленно извиняется. Касури дает Хакари лекарство, говоря, что оно сделает ее более привлекательной. Она думает, что это улучшит ее фигуру, поэтому она решает выпить его, но понимает, что начинает обильно потеть, а ее одежда тает. Касури объясняет, что нет ничего горячее, чем она в своей первозданной форме. Рентаро дает ей одежду, и она чувствует его запах, зная, что он ее носил. Она беспокоится, что одежда может растаять, но Касури уверяет ее, что зелье работает только один раз. Поэтому одежда Рентаро в безопасности. Касури дает Шизуке лекарство, от которого у нее растут кроличьи уши. Рентаро находит это милым и касается их, что делает ее счастливой. Касури дает Нана зелье контроля над волосами, дающее ей возможность использовать волосы как дополнительные руки.
Нана использует это, чтобы схватить Рентаро и целует его, говоря, что ей нравится зелье, потому что оно повышает ее эффективность. Касури объясняет, что зелье действует 10 минут, говоря, что она может принять больше, если хочет, чтобы эффект сохранился. Но это увеличит ее риск облысения. Она думает, что это небольшая цена, которую нужно заплатить, и спрашивает Рентаро, будет ли он ее любить, даже если она станет лысая, и он говорит ей, что будет любить ее, даже если она станет инопланетянкой. Но он говорит, что ему нравятся ее волосы, поэтому она решает не использовать зелье. Касури рассказывает им о своей мечте присоединиться к исследовательской группе, чтобы создавать еще более удивительные лекарства. Но она хочет в туалет, говоря, что она воспользуется подгузниками, но Рентаро говорит ей сходить в ванную. А Касури говорит им быть осторожными, объясняя, что чай для девочек отличается от чая Рентаро, но толком не объясняет чем. Потому что ей очень нужно в ванную. Она бросается в туалет, и они видят два контейнера. Думая, что маленькие для Рентаро, они едят вместе, но Касури понимает, что девочки собираются пить чай Рентаро, поэтому она предупреждает их выплюнуть это, говоря, что в большом контейнере зелье, которое должно заставить его поцеловать ее. Но он говорит ей, что поцелует ее даже если он не использует зелье. Она рада это слышать и собирается поцеловать его, но Инда внезапно хватает ее и выбрасывает. Он понимает, что девушки хотят поцеловать его, они начинают вести себя как зомби, и Касури понимает, что она напортачила, говоря Рентаро бежать. Она объясняет, что это небезопасно для девушек, потому что у женщин уже есть сильное желание целовать мужчин, поэтому зелье заставило их потерять контроль. Потому что желание поцеловаться настолько сильное, что это единственное, что осталось у них на уме. И это каким-то образом придает им суперсилу. Она называет их целующимися зомби и предупреждает Рентаро, что они будут целовать его вечно, но похоже его это устраивает. Ну да. Она объясняет, что им нужно зелье, чтобы остановить эффект, пока не стало слишком поздно, или их личность будут стерты навсегда. Мы узнаем, что у Рентаро есть только 1 час, чтобы получить зелье. Они бросаются на него, намереваясь зацеловать его до смерти. Касури предлагает отправиться в химическую лабораторию, чтобы найти лекарство, но пока они бегают по кампусу, их блокируют зомби. Поэтому Касури ищет что-нибудь, что можно использовать против них, и находит зелье, которое может расплавить лицо. Но Рентаро говорит ей не использовать его, говоря, что им следует пойти в обход. Но когда они убегают, они встречают заместителя директора, и Касури пугается, поэтому использует препарат. Но макияж защищает ее лицо, и она говорит им, что ее истинная форма вот-вот раскроется, но она не хочет, чтобы кто-нибудь увидел ее лицо, и она уползает. Они продолжают бежать. Зомби придумывают план и разделяются, планируя окружить Рентаро. Он понимает, что он их цель, думая, что Касури сможет найти лекарство без него, поэтому он говорит ей отправиться в лабораторию, пока он привлекает их внимание. Шизука преследует его и внезапно спотыкается, ударившись головой. Он забеспокоился, поэтому отнес ее в лазарет, где он лечит ее, но он понимает, что она все еще зомби. И она начинает целовать его. Он знает, что облажался, думая, что для него все кончено, но вспоминает, что ее личность исчезнет, поэтому он отталкивает ее и умудряется удержать ее, обещая вылечить. Он продолжает убегать, но Инда бросается на него, заставляя его упасть. Они прижимают его и начинают целовать. Он задается вопросом, как ему сбежать, но видит, как они спорят, понимая, что они не изменились, поэтому он заставляет их поцеловать друг друга. И они начинают целоваться. Он вспоминает, что ему все еще нужно найти лекарство, поэтому он убегает, но войдя в лабораторию, он видит внутри Нано и прячется в шкафчике, думая, что ему просто нужно выиграть время, чтобы Касури нашла лекарство. Но он видит ее в шкафчике, и она рассказывает, что Нано заметила ее еще до того, как она успела войти в лабораторию, поэтому она решила спрятаться. Он понимает, что Нано знает об их плане, думая, что ее интеллект угроза для них. Касури говорит ему действовать как приманка, чтобы она могла войти в лабораторию. Но он думает, что Нано сможет понять их план, потому что было бы слишком очевидно, если бы он просто начал убегать. Касури винит себя за это, показывая, что ее эксперименты всегда доставляют всем проблемы, что объясняет, почему она единственный человек в химическом клубе. Она говорит, что перестанет экспериментировать, но в этот момент понимает, что у нее есть доза противодействующего препарата. Рентаро думает использовать его на Нано, но Касури начинает его пить, и он говорит ей остановиться, заставляя ее уронить его. Он говорит ей, что им следовало использовать его на Нано, и она понимает, что он прав. Но она возвращается в свою первоначальную форму и сообщает ему, что планирует войти в лабораторию, так как Нано ее не узнает. Но она смогла сделать лишь глоток лекарства, поэтому она объясняет, что у нее мало времени. Нано находит ее подозрительной и поэтому связывает ее. Рентаро паникует, думая, что они не смогут вылечить зомби, но он видит препарат и придумывает план. Он убегает от Нано и прячется в комнате, но она ломает дверь. Он понимает, что выхода нет, и она начинает неоднократно целовать его. Но в этот момент Касури дает ей препарат, из-за которого она теряет сознание. Касури объясняет, что она придет в норму после того, как проснется.
Как мы узнали, он выманил Нано, потому что знал, что тело Касури вот-вот сожмется, и это объясняет, как она смогла освободиться. Они лечат других зомби, которые просыпаются в лазарете, недоумевая, что только что произошло. Хакари вспоминает, что она поцеловала Инду, но она утверждает, что ничего не помнит, и Инда тоже не знает, что произошло, и притворяется, что ее память стерта. Рентаро знает, что они просто притворяются, но он рад, что они смогли поладить. Касури винит себя в том, что произошло, поэтому извиняется перед всеми, но он напоминает ей, что она спасла их, сказав ей, что он готов решить ее проблемы, поэтому он советует ей не отказываться от ее исследований. И говорит, что он любит ее за ее страсть. Все идут в цветочный парк, где слышат объявление о бросании букета. Хакари считает, что им следует принять участие, говоря, что пара, которая поймает букет, получает возможность устроить специальную фотосессию, где они будут одеты как супружеская пара. Все стремятся к победе, и мы узнаем, что Хакари всегда хотела надеть свадебное платье, но на это мероприятие собирается огромная толпа. И мы видим банду Горилла. Их лидер приказывает им выиграть игру для нее. Хакари думает, что будет сложно разобраться с ними, поэтому она предлагает работать вместе и тянуть жребий, чтобы определить, кто будет участвовать в фотосессии. Рентаро думает, что Жизуке следует остаться, потому что она слишком маленькая. Касури желает участвовать в игре, поэтому выпивает лекарство, позволяющее ей вернуться к исходной форме. Рентаро замечает, что у банды есть флаг, и создает его для команды, и называет их семьей Рентаро. Игра вот-вот начнется, и диктор объясняет, что физические атаки против других участников запрещены. Он знакомит всех со специальным гостем мероприятия, и мы видим, что это заместитель директора. Она всем говорит, что хочет, чтобы букет покинул атмосферу, потому что она не хочет, чтобы кто-нибудь был счастлив. Начинается игра, и нас с невероятной силой бросает букет, все бегут за ним, когда Рентаро отмечает, что он все еще поднимается, думая, что еще какое-то время букет не приземлится, мы видим, как члены банды нападают на других участников. Поскольку их лидер утверждает, что они не прибегают к насилию, заявляя, что банда просто тренируется и не нарушает правила. Диктор соглашается с ней. Хакари вот-вот получит удар, но Инда защищает ее, говоря, что она присоединится к банде, чтобы поучаствовать в их тренировке. Она борется с лидером и говорит всем, что позаботится о ней, чтобы они могли сосредоточиться на букете. Он начинает падать, поэтому члены банды используют свои флаги, чтобы создать невероятный ветер, заставляя его сменить направление. И кажется, что банда Горилл вот-вот победит. Но в этот момент мы видим Шизуку в воздухе. Она стояла рядом с знаменосцами, поэтому ее подняли вверх, когда был создан вихрь. Ей удается схватить букет, и она вот-вот упадет, поэтому девочки пытаются ее поймать. И Рентаро думает, что они пострадают, если она врежется в них, но она отскакивает от их груди, и Рентаро ловит ее до того, как она упадет на землю. Семья Рентаро выигрывает соревнования, и они начинают жеребьевку, чтобы определить, кто присоединится к фотосессии. Оказывается, что у Хакари есть план, и она отметила палочку крошечным разрезом. Но она думает, что было бы слишком подозрительно, если бы она вытянула первую палочку. Поэтому она планирует дождаться окончания чьей-то очереди, прежде чем она сделает свой ход. Она считает, что Нана будет легкой мишенью, потому что она одержима эффективностью, поэтому она, вероятно, возьмет ближайшую к ней палку. Хакари кладет выигрышную палку на самую дальнюю позицию и говорит Нана взять одну. Но она объясняет, что будет более эффективно, если они все сразу возьмут по одной. План Хакари рушится, но она все равно побеждает, поэтому она очень рада, зная, что ее мечта вот-вот сбудется. Она видит, как Касури плачет, потому что она очень хочет присоединиться к фотосессии, поэтому Хакари говорит ей, что она может занять ее место. Касури благодарна за это, но она передумала, сказав, что хочет, чтобы на фотографии были двое ее любимых людей. Хакари просит всех присоединиться, и они вместе фотографируются. Она благодарит за то, что она осуществила свою мечту, но говорит Рентаро расстаться с ней. Она не дает ему никаких объяснений, поэтому позже в тот же день он задается вопросом, что с ней не так, и хочет поговорить с ней. Но понимает, что она уже ушла от них. Он пытается ей позвонить, но она не берет трубку, поэтому он решает поискать ее дом, обнаруживая, что ее адрес написан на конверте, который она послала ему. Мы узнали, что она живет в особняке и пытается позвать ее, но она говорит ему, чтобы он замолчал, так как приходит охранник, задаваясь вопросом, откуда взялся шум. Рентаро удается спрятаться, и ему звонят с незнакомого номера. Он понимает, что это Хакари, и она говорит ему, что больше не любит его, но он знает, что она лжет, говоря, что он не уйдет, пока не узнает правду. Поэтому она говорит ему, что ее мать Хакари против их отношений, потому что у него слишком много подруг. И она объясняет, что у нее отобрали телефон, и она собирается покинуть город, говоря, что Хакари собирается воспользоваться деньгами, чтобы получить то, что она хочет. Поэтому Хакари думает, что она никогда не сможет быть с ним.
Хакари внезапно берет трубку, говоря ему держаться подальше от Хакари, поскольку она угрожает избавиться от него. Охранник удерживает его, узнав в нем бывшего парня Хакари, и говорит ему сдаться, потому что он никогда не сможет быть с ней. Мы видим, как Рентаро уходит, думая, что в нем нет ничего особенного, поэтому он не заслуживает быть с Хакари. Но он видит четырехлистный клевер и вспоминает моменты, которые он провел с ней, и полон решимости вернуть ее. В тот вечер он обсуждает ситуацию с девушками и говорит им, что планирует пробраться в особняк, чтобы забрать ее. Но они думают, что он не добьется успеха, потому что ее мать очень богата, и он не сможет от нее сбежать. Он знает, что у него нет шанса, но он полон решимости осчастливить Хакари, говоря, что готов рискнуть всем для нее. Он объясняет свой план, говоря им дождаться его возвращения, но они говорят ему, что они любят его и готовы присоединиться к нему. Он пытается отговорить их от этого, зная, что они попадут в беду, но понимает, что все они любят Хакари, поэтому все полны решимости спасти ее. Они идут в особняк, и Рентаро планирует бросить мяч, чтобы привлечь внимание Хакари. Но он не попадает в окно, и мяч исчезает. Инда видит играющую с ним кошку, и они пытаются ее догнать. Когда она приближается к Нану, она думает, что самый эффективный способ справиться с ней — это ударить ее ногой. Но Рентаро останавливает кота, и они слышат охранника. Они прячутся за деревом, а кот приближается к нему, и он думает, что это он вызвал переполох. Они не могут забрать мяч, поэтому у них нет другого выбора, кроме как пойти в комнату Хакари. Они видят дверь для домашних животных у входа, и Нана собирает камни в саду, используя их, чтобы открыть дверь. Мы узнаем, что она определила замок по форме двери и запустила камень с удивительной точностью, что позволило ей открыть дверь. Она говорит им войти в особняк, но Рентаро замечает, что у нее поврежден большой палец. Поэтому Инда лечит ее рану. Задаваясь вопросом, что с ней случилось, она объясняет, что ей пришлось использовать большой палец, чтобы повысить точность. Говорят, что она должна Хакари за то, что спасла ее от извращенцев. Они входят в особняк, но видят приближающуюся сторожевую собаку и решают отступить, но понимают, что Шидзука осталась позади. Она думает, что для нее все кончено, поэтому говорит всем идти без нее. Собака приближается к ней, но начинает ее облизывать, и Нана объясняет, что у собак есть природный инстинкт защищать слабых существ, и Шидзука настолько слаба, что собака забыла о своем долге защищать особняк. Рентаро думает, что собака будет преследовать их, как только они войдут, поэтому Нана предлагает сказать Шидзуке, чтобы она ткнула в глаза. Но Касури показывает им зелье, которое может усыпить животных, и дает его Шидзуке, говоря ей использовать его. Но в итоге она его выпивает, потому что Касури забыла сказать ей, как именно использовать его. В конце концов она засыпает, но собака слизывает с нее зелье и тоже засыпает. Они входят в коридор, и кот присоединяется к ним, вызывая тревогу, поэтому охранники бросились к ним, но им удалось спрятаться. И охранники забирают кота, понимая, что из-за него сработал датчик. Нана думает, что они не пройдут коридор, потому что им понадобятся инфракрасные очки, чтобы избежать срабатывания сигнализации. Но Касури показывает, что у нее есть инфракрасные глазные капли, и Рентаро решает использовать их. Она объясняет, что он не увидит ничего, кроме датчиков, пока находится под его действием. Инда говорит ей, что она уронила конверт, а Нана отмечает, что он адресован иностранной исследовательской группе, понимая, что она планировала отправить глазные капли. Но она говорит им, что Хакари важнее, чем исследовательская группа, и глаза Рентаро трансформируются, позволяя ему видеть датчики. Но он думает, что их невозможно пройти, потому что датчики повсюду. Он понимает, что их нет ближе к потолку, но коридор слишком широк, чтобы человек мог подняться наверх. Нана предлагает взять 2 человека, чтобы они работали вместе, но она отмечает, что все они девочки. Поэтому она считает, что они плохо подходят для Рентаро. Но она понимает, что Инда исключение, поэтому связывает их вместе, говоря им синхронизировать свои движения, чтобы пройти мимо датчиков. Они добираются до конца коридора, где Рентаро говорит Инде, что ее одежда опускается, но мы видим, что его голова прижата к ее животу, вызывая у нее кое-что. Они добираются до другой стороны, и Рентаро велит остальным подождать их снаружи. Они видят комнату Хакари и открывают дверь, где видят ее. Она смотрит на их групповое фото, но в этот момент срабатывает тревога, поскольку Рентаро понимает, что им не следовало открывать дверь. Они понимают, что их окружила охрана, и их отводят к Хакари, которая им рассказывает, что она не навредит им, потому что они друзья Хакари. Рентаро говорит ей, что он сделает Хакари счастливой, но она не верит ему и рассказывает, что ей было 13 лет, когда она родила Хакари. Она объясняет, что мужчина, которого она любила, умирал от болезни, и она хотела родить ребенка до его смерти. Поэтому ей сделали искусственное оплодотворение в юном возрасте.
Она знает, что сделала безрассудный поступок, поэтому она думает, что Хакари пойдет на что угодно ради любви. После смерти возлюбленного она вырастила Хакари самостоятельно. И хотя она была счастлива, что в ее жизни появилась Хакари, она поняла, что ее возлюбленного невозможно заменить. Она не хочет, чтобы Хакари пережила такие же страдания, поэтому она хочет, чтобы Рентаро держался подальше, думая, что он никогда не сможет принести Хакари счастье. Ее история заставляет Рентаро плакать, говоря, что он не хочет, чтобы Хакари страдала так, как она. В этот момент действие глазных капель прекращается, позволяя ему увидеть Хакари, и когда их глаза встречаются, они испытывают шокирующее ощущение. И он понимает, что она также одна из его родственных душ. И она попросила Рентаро встречаться с ней. Инда не понимала, почему мать захотела встречаться с парнем своей дочери, и когда она посмотрела на Рентаро, она заметила, что он выглядел как будто влюбился. Хакари сказала, что это была просто мамина шутка, и даже в этот момент она сказала, что никогда не позволит его отношения с Хакари. Рентаро говорит, что он никогда не откажется от своей девушки. Чтобы проверить, настоящие ли его чувства, она принесла кресло, которое может обнаружить даже самую маленькую ложь. Поэтому, если она обнаружит, что любовь Рентаро к Хакари не настоящая, то он должен исчезнуть из жизни девушки. Чтобы убедиться, что машина не подделка, она просит Инду сесть. Первый вопрос, который задала Хакари, заключался в том, какой размер груди у Инды, на который она очень постеснялась ответить, и в итоге солгала несколько раз, пока она не призналась, что носит размер близкий к самому маленькому из всех. Второй вопрос был в том, любит ли она Рентаро. Она сказала, что ей нравится Рентаро, что, по мнению детектора, было ложью, и заставила Рентаро упасть на землю в печали. Это продолжалось до тех пор, пока она не призналась, что любит его больше всего на свете, что очень обрадовало Рентаро. Он тоже сел в кресло и доказал, что его любовь к ней тоже правда. С доказательством того, что детектор лжи надежен, Рентаро сел и сказал, как сильно он любит Хакари, и детектор сказал, что это все правда. Хакари не могла поверить, как он мог оставаться верным этому чувству с 5 девушками одновременно. Поэтому она сказала, что детектор просто машина, что разозлило Инду, потому что все это не имело никакого смысла. Появилась горничная и сказала, что Хакари собирается прыгнуть из окна, и Инда подбежала к Хакари и использовала ее как заложника. Он спросил, что она будет делать после этого, так что Инда объяснила, что однажды он вернется за ней. Хакари почти прыгнула, но появился Рентаро и сказал, что все будет хорошо. Он рассказал ей, что случилось, и сказал, что надо бежать, но она боится, что они не смогут прожить счастливую жизнь, потому что им придется прятаться от матери. Поэтому она предпочла бы покончить с собой, чтобы Рентаро мог быть счастлив с другими. Однако Рентаро сказал, что он не может себе представить ничего хуже, чем прожить жизнь без нее. После того, как они сказали, как сильно любят друг друга, она отказалась от прыжка, но с падением адреналина поняла, насколько высоко она была, и ее начало сильно трясти. Рентаро попытался броситься ей на помощь, но в итоге она упала, но ему удалось ее поймать. Однако в том положении, в котором они находятся, Рентаро не смог поднять ее и в итоге упал вместе с Хакари. Это увидели Инда и Хакари. Ему удалось использовать стену, чтобы упасть в фонтан. Таким образом, они оба не получили ни единой царапины. Увидев Хакари, Инда ударила ее по лицу, крича, что она идиотка, что сделала что-то подобное. После того, как они поплакали и пообнимали друг друга, Хакари увидела, что Рентаро говорил правду, поэтому она попросила его позаботиться о ее дочери. Подняв женщину, Рентаро сказал, что он тоже хочет сделать ее счастливой, что дало ей понять, что он принял ее предложение встречаться. Это очень напугало других девушек, потому что это ненормально, когда мать хочет встречаться с парнем своей дочери. Хакари пригласила всех принять душ и устроить пижамную вечеринку. Им было очень весело, но Инда ушла из-за спора девушек о том, кто должен пойти в комнату Рентаро. Рентаро, увидев ее живот, вспомнил тот момент, когда они лезли по стене. Инда захотела отомстить и положила лицо на живот Рентаро, но когда Касури появилась, они притворились, что отжимаются. Да-да. После душа Хакари показала всем огромный запас пижам, и Хакари объяснила, что ее мама любит милые вещи. Хакари и Рентаро не выдержали вид такой милоты, и после этого ей пришлось пойти на кухню за водой. Поэтому Рентаро пошел с ней, чтобы помочь. Однако по дороге на кухню она не смогла сдержаться и сказала ему, что им нужно сейчас же пойти в комнату. Хакари отвела Рентаро в комнату, и все выглядит так, как будто они делают вещи, о которых я не могу здесь рассказать. Другие девушки играют в карты и задаются вопросом, почему они так долго. Хакари подозревает, что ее мать опережает всех, однако когда они побежали в комнату, мы поняли, что это не то, что мы себе представляли. Хакари одела Рентаро как девушку. Им всем понравилось это видеть, однако Рентаро не хотел, чтобы они его видели, и он чуть ли не умер со стыда. Чтобы вернуть его к жизни, Хакари фантазировала о Нано, как о принце с поцелуем настоящей любви.
Рентаро проснулся, снимая эту одежду, и сказал, что собирается принять душ, и как только он ушел, мать и дочь приготовились подглядывать за главным героем. Только Шидзука была против, боясь, что о них подумает Рентаро, если они это сделают. Поэтому они связали девушку и пошли в ванную, где был Рентаро с полотенцем, обвязанным вокруг его талии. Они пытались понаблюдать через окно, но когда Рентаро посмотрел туда, он испугался, думая, что это привидение. Шидзука хотела пойти к Рентаро, потому что, по ее мнению, если бы он обнаружил, что за ним шпионят, он приговорил бы себя к смерти, что также случится с его девушками, которые будут чувствовать себя виноватыми из-за этого. Поэтому она катится в ванную, в то время как остальные идут на чердак, чтобы попытаться увидеть Рентаро сверху. Однако, когда они там, мимо них проходит кот, которого они приняли за мышь, поэтому начали кричать, пугая Рентаро. Более того, Шидзука из-за собаки быстро скатилась и упала прямо в гигантскую ванну. Она также напугала Рентаро, и поскольку его полотенце упало, она была единственной, кто успел увидеть сами знаете что. После этого она потеряла сознание. Рентаро выбежал, чтобы позаботиться о девушке, где в конечном итоге нашел других, которым почти удалось его обмануть. Однако в итоге Инда сказала правду, так что Рентаро прочитал им всем лекцию, после чего они все вместе играли в карты, пока Хахари не пришлось уйти. Беспокоясь за нее, Рентаро пошел за своей новой девушкой и увидел, что она молится своей прошлой любви. Он также спустился на колени, помолившись с ней, и спросил, почему она решила провести свою жизнь одна. Она ответила, что никогда не сможет забыть отца Хакари, и даже после его смерти она продолжала любить его всем сердцем. Поэтому и считает, что не имеет права любить другого мужчину. Рентаро сказал, что любить двух человек одновременно это нормально, что заставило ее признать, что, хотя она все еще любит своего бывшего, она также любит Рентаро. Поэтому она спросила его за поцелуй, потому что перед смертью отец Хакари не хотел дарить ей первый поцелуй, говоря, что хочет, чтобы она это сделала с кем-то, кто никогда не оставит ее одну. И они целуются. Ночью Хакари проснулась и легла рядом со своим парнем, так как была очень рада, что все прошло хорошо. Позже Рентаро проснулся из-за странного шума, который доносился до него. Оказывается, Инда и Хакари целовались, но в итоге немного позже Рентаро увидел отца Хакари, который поначалу казался очень злым на главного героя, но увидев, насколько хорош мальчик, он стал спокойней. Будучи духом, он заботился о них 16 лет и сказал, что никогда еще такой преданный своему делу человек, как Рентаро, не пытался позаботиться о них. Таким образом, он поблагодарил его за то, что Хакари почувствовал себя лучше, и они оба пообещали защитить их. После этого Рентаро поблагодарил своего тестя за то, что он принес Хакари в мир и сделал Хакари счастливой. Однако после этого с приближением утра Рентаро проснулся в коридоре, задаваясь вопросом, был это сон или нет. Все разошлись по домам и решили, что встретятся в школе. Хакари так сильно хотела увидеть Рентаро, что в итоге она купила школу. Рентаро не знал об этом, поэтому во время обеденного перерыва он побежал к ней домой, чтобы увидеться с ней. Когда он бежал обратно в школу, мы увидели, как Рентаро проходит мимо каких-то девушек, которые, скорее всего, будут его новыми подругами в будущем. Когда он прибыл на террасу, его поприветствовали все его девушки, которые любят его больше всего на свете. Ну что же, вот и подошел конец аниме, а вместе с этим и конец этого года. Данное видео будет последним видео на моем канале в этом году, так что не волнуйтесь. За этот год канал достиг много чего, и это все благодаря вам. Всем, кто смотрит мои видео, делится ими и ставит лайки. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, возможно, у кого-то уже наступившим. Надеюсь, в новом году вы продолжите смотреть мои видео. Ну а я постараюсь сделать для вас новые, интересные, веселые, местами возможно нет, видео. Спасибо всем за поддержку канала и еще раз поздравляю всех с Новым годом. И увидимся в следующем.